глава у нас Хаей Сава, и какие мысли у вас были. У меня там в конце будет тоже один вопрос к вам уже, как математику. Тогда сначала ваши, потом я Давайте, да. спрошу. Доброе утро. И вот сегодня у меня нет, как бы сказать, большого поля для комментариев, именно потому что это вот то, что я вот читал, оно четко вписывается в то, о чем мы говорили в прошлый раз. А именно, вот в прошлый раз мы говорили, что предыдущая глава, начинаясь и кончаясь хорошими такими позитивными эпизодами, если так можно выразиться, середину дает, ну, некоторую, так сказать, картину беспорядка, да, между этими двумя. Вот здесь начинается вот порядок, понимаете? И вот здесь я не знаю, я посмотрел, опять же, вот понимаете, мое незнание иврита. Я посмотрел русские комментарии. Вот умирает Сара, да, и дальше, смотрите, выстраивается целая такая цепь таких шагов по покупке этой пещеры Махпела. И, по-видимому, понимаете, здесь некое указание вот на что если ты хочешь считать эту землю своей, люди, которых ты погребаешь, так сказать, и в будущем, и ты, и все, так сказать, они должны быть обустроены. Понимаете? Вот это вот первое, как бы сказать, сигнал о порядке, что ли. Понимаете? И это же поразительно, вот как это все рассказано, понимаете, когда человеку говорят, забери там бесплатно, что называется, нет, вот я хочу оплатить. То есть, понимаете, контрактные обязательства, значит, они действительно же ведь, как бы сказать, ну, в каком-то смысле нерушимы. Дарственное можно там в любой момент передумать, сказать, что там человек не так себя повел, там я передумал и так далее. А контрактное обязательство и вот эта вот настойчивость Авраама, когда он вот настаивает на контракте, понимаете, вот мне кажется, это как раз вот это тот самый, понимаете, установление порядка, понимаете. И дальше все идет, в общем-то, в рамках этого, вот, может быть, моего неправильного понимания порядка, но идет очень четко. Смотрите, что дальше происходит. Он зовет слугу и говорит ему о женитьбе Ицхака. Что и как это происходит? Вот там есть очень четкая фраза о том, что а если, так сказать, не так пойдет, оставить его там, нет, заберешь обратно. Вот понимаете? Вот это, значит, опять же, вот порядок в смысле изолированности в каком-то смысле. Понимаете? Чтобы это вот не расползлось неведомо куда. Ну, дальше, значит, это действительно удивительно, как бы сказать, такая впечатляющая история, как, заметьте, слуга молится Богу, фактически пересказывая волю Авраама, да? Все реализуется, он забирает Ривку, приезжает, и вот там есть один комментарий, который я все-таки, значит, трактую по-своему. Комментарий, что в те годы задержаться на 10 дней означало на 10 месяцев, чтобы подготовить. Вот мне кажется, что это не так. Именно 10 дней. И слуга здесь очень четко выполняет волю Авраама и волю Господа. Реализовалось все, надо ехать. Понимаете, какие 10 дней? Почему 10 дней? Так сказать? Вот оно, решение, вот оно все сделано. И не, о 10 месяцах здесь даже и речи не может быть. За 10 месяцев там могли 100 раз все передумать, так сказать, правда? Но даже и за 10 дней могли передумать. Поэтому реализовалось, надо забирать и уезжать. Ну, что так и происходит, да, тоже хорошо. И здесь у меня есть вопрос, который я очень хотел бы понять, но вот опять же мое незнание иврита. Помните благословение Ривки, когда он говорит, произойдут от тебя тысячи мириад? Ривовод, да, Да. ривовод, это раф, это много, да, Вот это миллиарды, вот, мириады тысяч.
Да, Мгм. вот это, вот как это, вот, ну, понятно, не в современном, а в том иврите, как это вообще анализировалось, скажем, вот этими комментаторами вот в те века, значит, до новой эры и так далее, анализировалось ли, или это принималось как данное? То есть что-то очень большое, и все, и прошли дальше. Понимаете? Или все-таки были попытки как-то, так сказать, ну, обустроить, да? Ну и, наконец, дальше, вот сейчас мы об этом, может быть, еще чуть-чуть поговорим. Дальше вот смотрите, м, Ицхак берет Ривку, значит, все благополучно, и дальше идет большой кусок о новой жене Авраама, там, потомстве и так далее. Вот. И здесь, мне кажется, это тоже некий намек на, вот, не намек даже, я неправильно сказал, не намек. Это тоже установление порядка. Вот жена умерла, значит, а он еще, так сказать, в состоянии, значит, иметь жену его тянет, так сказать, ну, можешь жениться, понимаете? И вот это подчеркивание о том, что там произошло столько детей, там и так далее, и так далее, это как раз вот это подчеркивание в положительную тоже сторону, что вот так можно. Вот. Ну и, наконец, завершение, вот это тоже четкое, так сказать, очень четкое вот позиционирование. Он умирает, и его наследство, как он делит наследство. Вот, понимаете, это тоже порядок, понимаете, вот вся эта глава вообще пронизана, с моей точки зрения, вот в отличие от предыдущей книги, значит, когда вот два позитивных момента и полный беспорядок во всем, и наказание Божье. Здесь это пронизано вот таким порядком и, значит, такими инструкциями по наведению порядка, если так можно выразиться, понимаете? Вот. Ну и, наконец, вот Ицхак и Ишмаэль хоронят его, и идет дальше, так сказать, описание потомков Ишмаэля. Тоже как, вот здесь я, честно говоря, как-то вот это опять подчеркивание потомков Ишмаэля, которая боковая совсем ветвь на самом деле потом становится и так далее. Вот это меня немножко удивило, для чего это. Но вот, собственно, вот этот вопрос, который у меня остается, это не сейчас, когда я читал, это еще тогда. Вот я говорю, вот эта идея порядка, так сказать, пришла мне в голову года 2 назад, и тогда вот все выстроилось в этих головах очень аккуратно. Значит, а вот с потомками Ишмаэля я до сих пор, как бы сказать, вот, все равно не понимаю, так сказать, указание о боковой ветви, которая тоже должна быть, заслуживает упоминания в книге, не знаю. Вот, собственно, вот у меня, я говорю, сегодня короткий комментарий, очень вписывающийся вот в эту линию, как бы. Ну, давайте попробуем начать с последнего. Зачем вообще пишется потомки Ишмаэля? Дело в том, что, опять-таки, если говорить уже вашими впечатлениями, комментариями, порядок. Ну, во-первых, вся Тора, она ради порядка. Я имею в виду законы, которые Да, устраивают социальную жизнь. Это самая важная часть Торы. И с помощью этих законов, а законы есть порядок, с помощью этих законов должно быть построено справедливое человеческое общество. Поэтому все должно быть посвящено. Начнется всерьез дарование законов еще не скоро, когда мы станем возле горы Синай. да, Но взаимосвязанность вещей и их логическая связь начинается в книге Берешит. И в данном случае
было обещание Всевышнего Аврааму: «Я тебя сделаю отцом множества народов». Если бы только Ицхак, ну тогда и получилось бы, что, значит, все будущие 12 колен, это все потомки одного человека, это один народ. Мы и называемся народ Израиля. А как же множество народов? Либо придется нам делить самих себя на колено и называть каждый из них народом, либо нам нужно найти подтверждение словам Всевышнего. Это пророчество, это обет, это брит, который он заключает с Авраамом. И тогда подтверждение. А вот еще один народ и его потомки. Вот арабские племена, они тоже вроде как завязаны на одном предке, на Ишмаиле. И в то же время это действительно разные народы, которые между собой воевали, ну, как и наши на самом деле. Так что это вот во исполнение, чтобы не было ни одного лишнего слова, сказано просто так. Ребят, отлично. Вы полностью ответили на вопрос. Я вот эту фразу действительно забыл. Отцом множества народов. Отцом множества народов. И это вот тоже вот указание вот ровно вот в эту сторону, да. Спасибо большое. Я действительно забыл эту фразу, да. Ага. Да. Вот теперь, возвращаясь по поводу порядка, и нам в очень простой пока, ну скажем так, вот часто обыденной жизни нам дают порядок, какими принципами мы должны пользоваться для того, чтобы правильно выстроить свою жизнь и жизнь наших потомков. Начинается все на самом деле не сейчас, не в этой главе и не в предыдущей главе, вернее, даже чуть раньше, когда Сара говорит о том, что сын этой египтянки не будет наследовать с Ицхаком. Вот с этого начинается, как же он не будет наследовать, и что такое наследование вообще. То есть вот само слово привлекается к нему внимание. То есть вот когда будешь жить, будешь что-то делать, ты обязательно должен определиться, что именно и в какой форме будет наследовать, и кто из твоих. То есть до того, это как раз, возвращаясь к вашему слову, порядок, который вы увидели, то это как раз самый главный порядок. У нас очень много законов будет направлено на то, чтобы не было конфликтов, чтобы не было драк между братьями или между родственниками. Вся Магилат Рут построена на этом. Принцип ливератного брака построен на этом. То есть, если бездетный умирает, то его вдова выходит замуж за ближайшего родственника, и все дети от этого брака являются детьми умершего. Почему? Потому что если это не прописать, то на этот участок будут 2-3 семьи претендовать. А это, вы знаете, до сегодняшнего дня это самое трудное. Умирает человек, и начинается свара вокруг его наследования. Вот с самого начала, вот в этой главе нам дается порядок, который принесет мир в семью во время, так сказать, Сара уже умерла, Авраам видит, что они оба пожилые, а он видит, то есть началась смена поколений. И он обязан теперь, учитывая смерть Сары, он теперь обязан позаботиться и о своей после смерти, так сказать, жизни своих потомков. То есть задуматься самому о том, что он тоже уходит. Ну вот в этом смысле порядок. В определенном порядке торг идет в самом начале, в определенном порядке торг идет в самом конце, имеется в виду, у нас два торга, это за землю и за невесту. Там тоже определенное количество нужно выдержать каких-то условий, когда и как забирается невеста. Вот. Действительно, я не думаю, ну, это, так сказать, наше личное мнение, что там прошло 10 лет, выжидал Элиезер, ну, предполагается, что это Элиезер,
выжидал решения. Нет, он очень быстро, как только выясняется, он спрашивает разрешение, они говорят, судя, судя по тому, что здесь Бог решает, ну, если подстрочник точно Да, на да, современный да, язык да, перевести, правильно, судя по да. тому, что здесь Бог решает, мы не скажем тебе ни да, ни нет, потому что мы боимся и так нарушить его волю. Поэтому вот Ривка скажет да, да, скажет нет, нет. Мы устраняемся из страха, потому что вот Да, такое чудо произошло. Да. И как только Ривка говорит да, пойду, Элиэзер говорит, все, отпускайте. Он очень торопится, во-первых. Мы же знаем, что, например, ну, из комментариев, правда, очень точно нужно разграничивать, что в Торе написано, а что является комментарием. Очень часто люди путают. Вот. Но в Торе написано, что вернее, в комментариях написано, что Сара-то умерла, в общем-то, потому что не дождалась. То есть какое-то время проходит, Ицхака она не видит, она думает, что, и умирает. А не получится ли так с Авраамом, если мы растянем это время? И Элиэзер спешит обратно, потому что ну, не равен час повторится история Сары, когда ему сообщат, что Элиэзер не возвращается. Что подумает Авраам? Может быть. Но он действительно очень торопится. Да. И чем правда приносит мир в семью, и Ицхак утешается, потому что он очень привязан к матери. Это до сих пор еврейская традиция. Много лет мы все очень... Аидыша мама – это для нас что-то особенное. И вот это начинается с примера Ицхака. Нам разрешено трепетно относиться к своей матери, может быть, в некотором смысле иногда больше, чем к отцу. Например, потом у нас будет, когда сам Ицхак решает благословить Исава, а мама решает благословить Якова, то вот решение мамы, и мама как действующее лицо часто бывает более активное, тем более, что опять-таки комментарий, если возвращаемся мы к предыдущей главе, Бог говорит, делай все как, послушай голоса Сары, потому что у нее пророческий дар. Девочка действительно интуитивно, часто предугадывают лучше, чем мальчики вычисляют. Потому что вот мужчины, в данном случае и Авраам жалеет Ишмаэля, и Ицхак будет жалеть Исава, потому что он для него ну, вот такой сильный, крепкий сын, первенец. И мнение женщин в данном случае меняет судьбу семьи. Вот ход, да. Вот, так что в данном случае привязанность Ицхака к матери. И вот женщина, которая тоже в конечном итоге окажется обладающая пророческим даром, эта женщина, он вводит ее в шатер, и она его утешает от печали матери, то есть она похожа на нее чем-то. Вот. По поводу, это мы первые говорили, по поводу введения порядка. Это правда, к этому хотелось бы вернуться, что дарственную, ее как бы нельзя отменить дарственную, но подарок забрать все-таки можно, поскольку он изначально принадлежит этому человеку, просто передан из рук в руки. И я не говорю, что так часто бывает, но само правовладение гораздо менее основательное, гораздо менее серьезное. Причем наши комментаторы говорят, что и в случае с завоеванием то же самое. Да, какое-то время в случае завоевания одной страной другой страны, одного народа другого народа, проходит немножко времени, и тот, кого завоевали, поднимает голову и отвоевывает сам себя. Мы сами так поступали, скоро будем Хануку праздновать в этом смысле. Завоеванное не всегда навсегда.
Да. Но что всегда, начиная, ну, скажем так, мы не знаем эпоху палеолита, неолита, но с бронзового века начиная, и до сегодняшнего дня собственность является святой. Вот покушение на собственность другого человека пресекается всеми законами всех стран мира когда-либо. Если мы знаем законы, то собственность охраняется прежде всего. И тем Даже более, жизнь. да, извините, и тем более собственность, переданная по контракту, по договору. И именно так, Да, собственность, я имею в виду да, да, купленное что-то купленная, и да, принадлежащее мне по праву. да. Поэтому купчие держали в руках. Когда мы покупаем вещи, что-то мелкое, что-то не очень стоящее, конечно, ну, достаточно чека из магазина. А вот купчую это надо беречь, потому что в случае утраты не происходит. Один из комментариев, он отсылает нас к истории Ирмиягу. В трудные времена к Ирмиягу приходит его племянник и говорит: купи у меня участок. И Ирмиягу его покупает. Правда, с другим прицелом и с другим смыслом. Он делает это тоже при всех, при свидетелях. Он покупает, причем участки похожи, я имею в виду Махпила и тот участок по размеру похожий. Он платит за них 17 шекелей. Не 400, Да, а но 17. Да. 400, даже здесь есть комментарии в Плауге, что 400 по тем временам были безумные деньги. Но Да. вообще, вспоминая там ну, наши представления, это действительно были безумные деньги, конечно. Да. Вот. Мы недавно с женой обсуждали по поводу того, что есть статья о том, что под сомнением там вся эта сделка, потому что денег не было в то время. Нет, Денег шекель не же это было. мера веса же ведь. Бедиюк, именно так. Потому что Авраам кинулся эшколь, взвешивать. Взвешивать, ага. Но эшколь и шекель — это корень, один и А, тот же корень. То есть это взвешивание, что-то сколько-то весит. Вот, поэтому собственность приобретенная, то есть купленная и подтвержденная документов. Да, я не закончил про Ирмиягу. Ирмиягу берет купчую, при всех всем ее показывает. И он говорит патриотические вещи. Он говорит: закончится эпоха Каздим. Каздим, только я имею в виду вавилоняне, они вот-вот завоюют, еще нет даже самого завоевания. Но оно неизбежно. Все боятся и сбагривают, что все, что можно было сбагрить, как его племянник, участок свой. А тот покупает его, ну, фактически в начале войны. Он говорит: эпоха Каздим закончится, и тогда все купчие да. будут действительны. А как еще иначе? Люди погибли, кого-то угнали, поле пустое, пришли. Ну, я сам-то не помню, но помнят мои родители о том, что возвращались в города из Казахстана, из Из эвакуации, да? эвакуации, да. Да, После войны люди возвращаются, а их квартиры заняты. да, Но было такое, да. поскольку в советское время все квартиры принадлежали государству, оно раздавало их, и им было все равно, кто был прописан на этого. Теперь в современной России и в других странах ты приобретаешь квартиру. Если социальное жилье, как, например, бывает, выдается государством, ну так государство действительно может определять тому или другому передать это жилье. В смысле, человек, может, тут поднялся финансово и может себе позволить, поэтому более бедным передают. Но то, что у тебя приватизировано, ни один человек, если у тебя документ на руках, ни один человек не имеет права, потому что ты за это заплатил или купил. Вот, так что это святое в том смысле, что в обыденной жизни, даже если не включать, так сказать, божественное вмешательство, в обыденной жизни есть вещи нерушимые. И это как раз собственность, приобретенная за деньги, и документ, который это, собственно, подтверждает. Ну, в данном случае это древние времена, документов еще не было в то время, как не было ни ктубот, ни гетов.
Но было это перед собранием, так сказать, вот Да, это вот было свидетельство общественное, как бы, да, многих. Да. свидетельство общества целого. Не одного, не двух, Причем, а да, целой кучи людей. оговаривается, что если сделка считается сделанной, если заключенной, если два свидетеля есть, но в данном случае это уже политическое событие, приобретение земли иностранцам, это политическое событие, поэтому он хочет, чтобы город, все старейшины города были свидетелями, чтобы ни один потом не сказал, я этого не решал. Да, а старейшины расскажут кому-то, те расскажут кому-то, и Сто это процентов. еще много поколений будет известно, что Авраам купил эту землю за 400 шекелей, это самое, это его. Мы когда начинали по поводу порядка, мы когда начинали вот недельную главу обсуждать, был, значит, Александр Саша Ковтун, который сейчас в Германии учится, и он говорит, какие идеи по поводу главы. Я говорю, давай с тобой с самого начала определимся, что самое главное. Что самое главное. Это первая, настоящая, очень подробно описанная купчая, которая доказывает право евреев на эту землю. Да. То есть вот сам свиток Торы, когда мы раскрываем на определенном месте, показываем ему, любому человеку, говорит, ты понимаешь, что это? Во-первых, несколько раз Бог заключает брит, завет между Авраамом, Ицхаком, Яковом и всем народом в конечном итоге, что земля принадлежит нам. И вот этот самый финансовый, как бы сказать, Ребе, вы пропал звук. Если звонит телефон, Ага. я знаю. У нас, Да. если звонит телефон, то прерывается звук на экране. У нас все связано в квартире, все гаджеты связаны между собой. Умная Хорошо. квартира, да? Да. И, значит, сама Тора, сам свиток Торы является доказательством права еврейского народа на эту землю. И я спрашиваю Сашу Ковтуна, я говорю, как ты думаешь, когда этот документ был вот особенно нужен, чтобы доказать право, что эта земля наша? Он говорит, при завоевании Израиля Йошуа бен Нуном. 100%. 100%. Не только оружием, не только численностью и умением, как это сделал Йошуа бен Нун, но плюс, если бы сказали, а какое право или еще кроме силы, у него всегда есть купчая Авраама. Он говорит, вот это под Хевроном земля была изначально наша, поэтому мы возвращаемся к себе. Да, мы занимаем больше, но у нас есть и документ. Это одна история. Вторую он не вспомнил. Это уже около 500 года возвращение из Вавилонского плена. Ушли туда 450 тысяч примерно историки. Говорят о том, что земля могла прокормить около полумиллиона человек. Вот их всех угнали. Я имею в виду, это сама Иуда, Иудея. А вернулось 43 тысячи человек. 50 лет не было никого, кроме шомронцев. Это самаритяне, жители Северного царства. Они были, они никуда не уходили, их не тронули. А Иуду увели. И вот когда мы возвращаемся, шомронцы тут же кидаются. А что вы здесь делаете? А давайте вместе. А когда мы отказываемся, они пишут подметное письмо в Персидскую империю, говорят, против вас тут этот маленький вот кусочек, 43 тысячи человек, он что-то задумал, он стены возводит, а значит, это будет укрепленный город, и он может бунтовать. Ну, в общем, короче, там проходят очень такие перипетии. Но шомронцы 50 лет не видели ни одного еврея. И надо было доказывать, что мы вернулись, потому что прошло 2 поколения. Выросли мальчики в Шамоне, которые не знают, что здесь когда-то жили евреи. И говорят, да нет, мы всегда здесь жили. И тут мы разворачиваем свиток, и я тогда рассказал Александру о том, что ведь до возвращения из Вавилонского плена Тору по
инструкции, которая в самой Торе написана, нужно было читать раз в 7 лет, и читал ее царь. А Эзра и Нехемия перевернули в сознании людей, сделали большой переворот и заставили их читать понедельник, четверг, суббота, читать Тору, а значит знать ее наизусть, а значит быть уверенными в том, что они право-то они имеют. Вот тогда раз в 7 лет они сами могли пропустить в тексте или еще что-то. А здесь они, читая, они знают, это наша земля. Он укрепил веру пришедших и заставил замолчать всех, кто говорил, что у вас может не быть права. Ну и, наконец, 1948 год, когда мы приходим на свою землю, и что? Тора – доказательство, у христиан наши тексты – доказательства, мусульмане знают Авраама, Исхака, Якова – доказательства. То есть, кто бы не возражал, что вы не имеете права, так как? Это настолько очевидно. Почему? У нас есть документ. Как вы говорите, порядок есть порядок. Это собственность, которая зафиксирована в купчей. Так что это вот такая очень интересная. Я сейчас забыл ваш второй вопрос. Первый мы говорили о порядке, и порядок даже ведения переговоров или покупки невесты нам описан. А второй там что-то... Вот это было насчет 1000 миллиард, так сказать. Как это 1000 обыгрывалось, миллиардов. так сказать, в древней Нет, литературе? сказать, что я читал много на эту тему, нет. Единственное, что мы знаем, обряд Бодекин до сегодняшнего дня, когда юноша перед хупой, ему вообще-то нельзя ее видеть, кроме вот одного раза. Перед самой хупой девушку выводят в коридор, она садится там в кресло, юноша подходит к ней, у нее открыто еще лицо, он, что называется, убеждается, что это не Лея вместо Рахели, которую мы будем читать там чуть позже. И в этот момент он убедился и накрывает лицо фатой. С тех пор она откроет фату только после хупы. Так вот, ей там, когда она сидит, ей говорят, пусть от тебя произойдут мириады тысяч. Ривавот, мириады тысяч. То есть до сегодняшнего дня эта фраза, ну, как и многие фразы, которые у нас встречаются, они упоминаются как благословение. На что это похоже? Другими словами, коротко, не столь образно, сколь Аврааму, потому что Аврааму сказано, выйди, посмотри на звезды. Да. Будут как песок морской. Это поэзия, но зато она, вот то, что мы с вами говорили, она очень подталкивает нас к понятию, что такое, что такое бесконечное множество. Если говорить математическим языком. Действительно, до сегодняшнего дня мы только говорим о видимой Вселенной и не можем посчитать все звезды, потому что мы не знаем, где они, там, за пределами видимой Вселенной. Вот. Тоже касается песчинок. И ей, как девочке, помните, мы говорили уже сегодня о том, что у девочек больше, не скажем больше, но в то время, по крайней мере, они проявляли больший дар пророческий. Может быть, им не надо образно рассказывать, а просто пообещать, от тебя пойдут ривавот, алфей, у тебя пойдет мириады тысяч. И она уже верит. Девочки более доверчивы в этом смысле. Не надо, мужчин надо убеждать. А покажи, а расскажи. А как я знаю, что ты ко мне хорошо относишься, если некому наследовать, кроме Елизара. Да. У меня тут немножко другое, как бы даже не видение, а вопрос этот именно. Понимаете, вот 5000 лет назад, да, происходит вот этот эпизод. Если было бы даже сказано, от тебя произойдут тысячи тысяч, то это тоже было бы очень много. Это сегодня мы привыкли, в общем-то, так сказать, миллионами оперировать, там, миллиардами и так далее, да? А 1000 миллиард это что-то вот действительно морской песок, так сказать, и так далее. Но впервые какая-то
счетность упоминается. Вот, понимаете, вот не совсем вот неопределенная бесконечность, понимаете, а вот какая-то вот, ну, какая-то, ну, число какое-то, я не знаю, как это назвать, понимаете. И вот меня поэтому интересно было, причем я еще раз говорю, не современные комментаторы, а кто-нибудь там, ну, я не знаю, так сказать, там, э, до новой эры, допустим, или там в самом начале новой эры, такие комментарии на эту тему были. Потому что уже, скажем, комментарии 13 века, там, 14, я уже могу себе представить, понимаете, как это могло бы рассказаться. А вот совсем давно вот известно что-нибудь, и я просто, поскольку не знаю, это было бы страшно интересно вот, вот хоть что кто-то на эту тему говорил, или это считалось, что это действительно, ну, просто вот такой вот жест, объясняющий, что да, вот те же самые звезды или те же самые песчинки уже в их каком-то исчислении. Нет, я говорю, мне не попадалось, просто и пока не попадалось. Но Альферева вот, дело в том, что если элев мы еще можем себе представить, что это 1000, то слово ров много, слово рав, равин тоже отсюда, из этого слова, то есть много знающий законов Много человек. знающих, Да. И ревава это множество, вот буквально, на математический язык переводить, это множество. В данном случае вот вместо образа песка и звезд просто ревава. Нет, я поищу тогда, было бы чтобы очень ответ. интересно, просто, Да. понимаете, я не исключаю того, что даже эта фраза могла стимулировать, скажем, древних философов, понимаете, вот, как бы сказать, очертить грань между счетностью и вот тем, что совсем исчислить нельзя, понимаете? Да. Да. Хорошо. У меня к вам, это я посмотрю обязательно. У меня к вам вот какой вопрос. Я правда здесь увидел, это как раз у Плаута, 174-я страничка, написано: Авраам прожил 175 лет, Ицхак 180 лет, и Яков 147 лет. И дальше математика, 174-я страничка. 7 умноженное на 5 в квадрате – 175. 5 умноженное на 6 в квадрате – 180. Да, 3 я видел умноженное… это. Да. Ну, Раби, я честно скажу, что я, как бы сказать, ну, такие вот вещи, ну, они на меня не производят впечатления, если честно. Мгм, Понимаете? мгм. Просто потому, что, ну, в конце концов, это могло, можно подобрать какие-нибудь другие числа, вот такие, как бы сказать, на любые числа можно подобрать вот такого рода сочетания, понимаете? Ну да. Ну Ну, и здесь просто что? красиво: 7, 5, 3 Красиво, да, и да, 5, 6, красиво, 7. конечно. Да. Да, конечно, красиво. Так сказать, это, кто бы сказал нет. Но тем не менее, ну, да. Я не знаю, на меня это впечатление никогда таких не производило. Ну, вы в этом живете, вам это просто нас поражает. Вот. А что касается вот, ну, я не знаю, еще раз скажу, что вот это, как бы сказать, у меня вот все время есть какие-то, даже не сомнения, понимаете, а как бы, точнее сказать, э, размышления на тему об исчислении, понимаете. Верно ли, что вот это, когда мы говорим 175 лет, это вот наше исчисление, понимаете? М, Вот о м. чем речь. И верно ли, что, э, ну, как бы сказать, вот, что это исчисление, оно на самом деле на что-то указывает, понимаете? Вот, то есть там за этим, конечно, стоит, что что-то 175 это очень большое число, но если это вот перевести в числа, скажем, лунных лет, причем не полного цикла, то это получается в 2 раза меньше примерно, да, там, ну, чуть-чуть Ну да. больше.
в смысле, чуть-чуть меньше, чем в 2 раза. Ну да, ну да. Да, и по тем временам, ну, насколько, опять же, мы знаем так, продолжительность жизни людей в те годы, даже 107, ну, там, скажем, сколько там получается, Ну 80, там ну, получается, 90 там лет, допустим, да, 90 лет 90 по у тем, Ицхака было, да. да, 90 лет по тем временам это огромное, так сказать, Да. это число, понимаете? Да еще при кочевом образе жизни. Нет, это Авраам 90. Ицхак вот Нет, 90 просто... как раз у Ицхака, да, у Не-не, него я не Петюши. пополам делю. Да. На самом деле надо делить А, там на 1,85 примерно, на понятно, да, 1,9. тогда да. Так. А у Ицхака вообще за 90, 95, 96. То есть это действительно большие числа. Понимаете, да? А хотя, с другой стороны, вот я вполне понимаю, как бы сказать, вот указание этих чисел именно в такой форме, это может быть тоже ну, нацеленность на то, что вот праведники живут долго, понимаете, вот тоже вот, как бы сказать, опять же, указание на правильное направление жизни. Ну да, хотя мы знаем, что это скорее пожелание, чем Да, закономерность, конечно, конечно. то, по крайней мере, но дело в том, что у нас все является, ну, как сказать, нет такой закономерности, прямой зависимости праведного поведения и долгой и счастливой жизни, потому что и наши праведники, кто-то умирал раньше, кто-то Да, умирал конечно. позже, кто-то от болезней. То есть это в данном случае это не спасает, но увеличивает шансы. Это правда. Да, То есть в конечно. большинстве случаев все будет вот так хорошо, как предсказано, и только в исключительных, ну, там вот, значит, какие-то корректировки в этом смысле будут. Да, поэтому мы стремимся вот вести такой хороший с точки зрения Торы порядочный образ жизни, мы стремимся в надежде, в том числе в надежде, что это поможет нам Это нам поможет. избежать многих неприятностей. Но все законы, мы говорим, например, вот даже из 10 заповедей, мы говорим «не укради». Воровать плохо, поймали, стыдно, тюрьма, это сейчас. А в те давние времена это вполне могло быть. Если ведь украсть это и увести стадо в том числе, как до недавнего времени у нас в горах было. Вот. А стадо это может быть единственный источник жизни, поэтому невольно семья поднимается с оружием, догоняет вора и Война, конечно, убивает его, да, конечно, убивает и война. может быть. Вот. Поэтому в данном случае вот за каждым запретом стоит в некотором смысле угроза жизни, как и при любодеянии. Не то страшно, что он там, так сказать, чувствует или позор какой-нибудь среди людей. Нет, муж может убить, это элементарно. Или побить так, что ты станешь инвалидом. Это элементарно, поэтому не ложится замужняя женщина с замужним мужчиной. И это оговорка, потому что там дальше, если нет, то там деньги вступают в ход. Но в данном случае гнев мужа – это опасность твоей жизни. Это избегай, это избегай, это избегай, потому что вот как только ты к этому подходишь, ты свою жизнь подставляешь, ты рисковать начинаешь. Поэтому, так сказать, праведный образ жизни – это не гарантия, но большой процент возможности того, что ты не навредишь Увеличение себе. шансов, так сказать. Конечно, Да. 100%. 100% это увеличение шансов во много-много раз. Поэтому мы говорим, путь Торы короче. Помните, когда задавался вопрос, это в Талмуде вопрос, может ли нееврей быть праведником? Да, конечно, может. Талмуд отвечает, да, но путь Торы короче. Короче, И все. да. Человеку может быть хорошее воспитание, папа дал, там какая-то внутренняя традиция в этом народе тоже существует, которая оберегает тебя. Но путь Торы четкий, ясный, не делай и не рискуй. Они рискуют, точно. Да. Ну хорошо, нам нужно на чем-то закончить. Нам нужно на чем-то закончить.
Вот. Давайте тогда на положительной ноте такой очень коротенький мидраш. Почему же Авраама похоронил Ицхак и Ишмаэль? Я когда-то рассказывал этот мидрашик, потому что он же прогнал Ишмаэля. Авраам Да. прогнал Ишмаэля. Обида подростка, а Ишмаэлю 14-15 лет, обида подростка остается на всю жизнь. Это то, что называется детской травмой. И, соответственно, как же так? Ишмаэль потом приходит и хоронит своего отца. Что осталось такого между Авраамом и Ишмаэлем, что, значит, подтолкнуло Ишмаэля прийти и с уважением отнестись к отцу? Ну вот, видимо, какие-то первые годы, проведенные с Авраамом, недаром Авраам очень сожалел о том, что Сара настаивает на изгнании Ишмаэля. Они были привязаны друг к другу. Но наши мудрецы, когда сидели и читали, значит, эти отрывки Торы, они увидели то, что называется пропуск большой между 15-летним Ишмаэлем и Ишмаэлем, который пришел похоронить отца. Между ними нет встреч. Между Авраамом и Ишмаэлем нет встреч в течение всей жизни. Вот с того времени, по смерти Авраама, ни одной встречи. И наши мудрецы так между собой, слушая, ты бы своего вот первородного сына выгнал бы, как бы твоя жена не хотела, потому что он первенец, хоть это ведь считается по отцу, что он первенец, я имею в виду первенец у матери, это само собой, но для Авраама он первый сын. И ты бы выгнал своего сына. Я, наверное, бы нет. Я бы не смог. Ну, вот же Авраам, а я так обыкновенный человек, рассуждают люди. А кто-то вмешивается и говорит, слушайте, а может они виделись? Просто вот пропуск. Ну вот в Торе не описано, но они виделись, поддерживали отношения. Один из комментариев говорит, что в последние годы, ни на что особенно не опираясь, кроме того, что они вместе хоронят, в последние годы Ишмаэль и Ицхак жили дружно. Ну, то есть у них не было взаимных претензий, несмотря что начало-то было не очень хорошее. И так вот, один из сидящих и думающих об этом эпизоде людей мог вполне сказать, что, вы знаете, а может быть он был, может быть они виделись, просто вот пропущено. И все говорят, да, скорее всего, да, закивали головами, пропущено, потому что там какое-то вот неприглядное событие было. И вот не захотела Тора зафиксировать это событие. Ну и начинает дальше фантазировать, как мидраши, потому что мидраш – это притча, и говорят, что вот если Элиезер пошел, слуга Авраама, ну там Элиезер по комментарию. Да. Вот, если он пошел с 10 верблюдами, то тем более сам Авраам, если бы пошел к Ишмаэлю, взял бы 20 верблюдов. Если тот взял столько килограммов золота, то Авраам в 2 раза больше. Ну, в общем, короче, он приходит туда. Он приходит в Моав, в аравийскую туда поля, не пустыню, и доходит до шатра Ишмаэля. И опять между собой вышел Ишмаэль или не вышел Ишмаэль. Потому что если он вышел, не дай Бог он противоречил отцу, не дай Бог он упрекнул его, за что ж ты меня выгнал и зачем ты сейчас пришел. Мне не подарки твои нужны, а мне нужно было твое внимание, как отца в то время. И все решили, все, так сказать, думающие на эту тему люди решили, что нет, Ишмаэля не было. Он в это время был или на охоте, или воевал, его не было дома. Правильно, хорошо. Но кто-то же в шатре оставался. Правильно, женщина. А нам написано, что Агарь взяла египтянку ему. А женщина-египтянка, ну, в общем, это туда можно сбросить все грехи. На женщину-египтянку. И что она сделала? Она вышла, посмотрела на караван и развернулась и зашла обратно в шатер. Авраам очень расстроился и очень обиделся. Подождал немножко, нет ли Ишмаэля. Ишмаэля не было. И он развернулся и уехал. Вот такой мидраш восполняет
пропуск, почему же они не виделись. Да. Да, Я да, знаю этот мидраш, Раби, но у меня здесь было другое мнение, хотя это тоже совершенно да. необоснованно. Значит, мнение было такое, понимаете, Ишмаэль все-таки рос, как бы сказать, видел отца до определенного возраста, как-то, так сказать, общались, у него остались воспоминания. Да, он его выгнал, ну, в смысле, отправил, так сказать, да, значит, да, обида осталась. Но когда брат позвал, сказал, что отец наш умер, приди, понимаете, он, может быть, как бы сказать, сломал эту вот внутреннюю, ну, вот эту обиду, да, пришел и похоронил. И вот здесь у меня для этого есть объяснение, это тоже я как-то не сейчас. Заметьте, потом в Торе, ведь можно было бы об этом забыть, вообще говоря, да, а ведь все его потомки упоминаются. То есть, понимаете, это тоже вот некий положительный сигнал о том, что, смотрите, вот этот, ну, уже не мальчик, так сказать, да, взрослый человек, пришел, преодолев эту обиду, вспоминая, что это его отец пришел его похоронить, и вот как его жизнь дальше развивалась, ну, условно говоря, жизнь, не совсем жизнь, это потомки, ну, вот такая вот логика. Мне кажется, вот здесь это так, потому что говорить о том, что они виделись, он вышел, не вышел, египтянка вышла, не вышла, это все такие спекуляции. А если уж не вышел, понимаете, и, ну, в смысле, его не было, там, а египтянка там развернулась и ушла, то зачем тогда об этом говорить? А вот мне кажется, здесь просто вот такая прямая связь есть. Просто вот Ицхак позвал его, он преодолел себя, пришел, похоронили, и вот Тора поэтому упоминает, смотрите, так сказать, вот правильный человек сделал, и вот как его жизнь, ну, опять же, не жизнь, вот его колено, как оно развивалось тоже, да. Да, и у нас есть одна из самых, наверное, больших ценностей, еврейских ценностей – это семья. Ага. И когда мы читаем всевозможные истории про того или другого героя, либо Тора, либо Танаха, либо Мишны и Талмуда, то чаще всего будут встречаться любые истории, подчеркивающие ценность семьи. Любые истории, подчеркивающие ценность семьи. В данном случае это примирение отцов и детей, которое не всегда, правда, ведь не всегда отцы и дети Конечно, уживаются конечно. до сегодняшнего дня. Это может быть и неприязнь. Но Тора говорит, приязнь или неприязнь, кавет это виха, уважай своего отца. Да. Поэтому в последний момент уже, даже если и была обида, он должен ее преодолеть, потому что семья – это большая ценность. Это то, что посыл, это то, что называется по-английски message. Ты не должен, вы не разные люди. Плоть от плоти очень часто повторяется, ты кость от кости, и плоть от плоти моей. Поэтому это должно прощать. Угу. Обиды, которые ты мог накопить. В этот момент ты должен. И ценность утверждается. Да. Что бы ни было между отцом и ребенком, сын должен уважать своего отца. Да, Да. да, это еще один маленький, не очень заметный урок, который на сегодняшний день можно из главы извлечь. Да. Ну что, тогда мы на Спасибо сегодня огромное. закончим.